Что ж, всем привет, кто зашел посмотреть на обзор FN 2000 Tactical. Относительно недавно я сбартерил все автоматы в игре, и это естественно не может обойтись без обзоров на все эти пушки. Первым ганном для обзора я выбрал именно FN-ку, так как сейчас бегаю с ней в опене и плюс вточил ее на плюс 15. Посмотрим сегодня, что это за ган, с чем его едят, сравним с другими конкурентами, такими как А545 и QBZ Буревестник, и посмотрим на плюсы и минусы этого ствола. Лучший ивент вышел этой осенью, а именно Черный рейд. И в честь... Так, FN. Что же это такое? FN 2000 Tactical это мастерский ствол 5.56 калибра. Крафтится данная пушка по ветке либо со своей более слабой версией, либо через ХК G36C. По ресурсам, необходимым на крафт, отличий нет. Это вполне неплохая скорострелка, конечно далеко не имба, да и не мета, но тем не менее она хорошо играется, особенно в опене. На ближней дистанции, к сожалению, конкуренты показывают лучшие результаты по ТТК, но на среднедальних из скорострелок вырывается уже FN. Иногда, когда с ней играешься, бывает такое чувство, что чего-то не хватает. Вроде по статам неплохо и комфортность хорошая, но чего-то не хватает. А потом еще раз смотришь на пушку и, блин, да все же заебись. Ставь лайк, если тоже такое было. Так, что же более конкретно из себя представляет FN 2000 Tactical? Для начала, какие характеристики у нее имеются? Указываю на плюс 15 с модулями, но не топовыми, конечно, а лучшими из тех, что может сделать каждый относительно недорого. Имеет она 47 и 88 единиц урона, хорошую скорострельность 850 за минуту, при этом отдача у нее достаточно маленькая, можно сказать, ее почти незаметно. При этом минимальный урон в 37,5 единиц. Достаточно не такое большое падение урона, как у многих других пушек. Поэтому и играется она хорошо на средне-дальних дистанциях. Ну и плюс комфортность также на это влияет. Да и к тому же падение урона у нее начинается только с 18 метров, что также неплохо. Правда, сильно это не помогает в ближке, и она все равно многим проигрывает в этом плане. У FN-ки само по себе быстрое прицеливание, поэтому я, не стесняясь, брал лучшие варианты обвесов, которые бафали ствол, но при этом понижали то, что и так быстрое. Учитывая такой скорострел и урон, получится 678 ДПС на дистанции до 18 метров и 847 ДПС в голову при тех же 18 метрах. В случае на дистанции от 60 метров в тело будет 531 ДПС, а в голову 664 ДПС. Если не учитывать там разные виды урона, бронепластины, броню и так далее. И такой ДПС достаточно неплохой, учитывая то, что у FN пульки летят в точку. Вообще, зачастую FN лучше всего показывает где-то на 30-60 метрах примерно. Что же по поводу ТТК? Вообще, если так в общем, то вблизи ТТК у FN достаточно большое в сравнении с конкурентами. Но вот на более дальних дистанциях FN уже вырывается вперед, и разница между ней и конкурентами меняется на меньшей ТТК у собственной FN и большей у конкурентов. Даже если точнее сказать, у нее один из лучших ТТК на средне-дальней дистанции. Давайте к более конкретным цифрам. Для примера я взял штурму на плюс 15 и саму же FN на плюс 15 на стандартных патронах. В таком случае ТТК будет составлять около полусекунды, если все в голову. Если же в тело, то чуть больше. Примерно на 0,05 секунды больше. Это на 10 до 18 метров. Дальше уже на дистанции около 40 метров ТТК у FN будет такое же, как и в тело до 18 метров. А собственно в тело уже будет около 0,7 секунды. Но это все так, такие подсчеты это фигня. На практике вы не будете стрелять онли в голову или онли тело. Противник тоже будет постоянно перемещаться. Поэтому средний примерный ТТК я назвал бы 0,6 секунды, если все попадать. Что касается конкурентов на примере А545, то ТТК вблизи у него, конечно же, будет лучше, около 0,4 секунды по голове и 0,53 если вблизи по телу. На доляк на тех же 40 метрах у него уже будет ТТК больше, чем у FN-ки, 0,6 по голове и 0,73 по телу. По выстрелам FN-ка убивает сверхтяж, в данном случае гранит на плюс 15, до 18 метров за 9 выстрелов в голову или 11 в тело. А если брать дистанцию около 45 метров, то в голову уже требуется 11 попаданий, а в тело в таком случае уже 13 попаданий. Это без учета сборки и пластин, чисто сверхтяж на плюс 15. Что по поводу патронов, то для PvP я бы рекомендовал брать зажигательные патроны,
так как большинство топеров бегают в сборках на жир и эффективку, а на большой пулестой мало кто собирается. Конечно, лучшим вариантом будут СБП или крафтовые патроны, но давайте так, чтобы бегать постоянно с такими патронами, нужно иметь при себе много денег. Поэтому для обычных людей БПшки для фарма и опена, а зажиги для ПВП. Так, сабвесики. Из рукоятки я рекомендую брать Фортис. Или Викинг, если вы мажор. Да, у меня стоит хвататель дропсов, который по статам также РК-1, но я взял его чисто для эстетического вида, хоть раньше он и выглядел получше. Есть два слота под лазеры. Конечно, две штуки более не стакаются, но я всегда беру два, ибо симметрия, а я перфекционист. И если что-то будет перекосоебленное, меня это будет раздражать на физическом уровне. Тем более планки по сути бесполезны, так что кроме лазера ничего и не повешаешь. По прицелу не совсем однозначно. Тут все зависит от ваших предпочтений. Но так как зачастую пушка играется на средне-дальних дистах, я беру себе Леопольда. Мне этого более чем достаточно. А на ближняк я с собой ношу Барску. Иногда носил панораму, но она как по мне похуже будет в случае с ФН. Да и обзор немного закрывает. Магазин я рекомендую брать на 60 патрон. Да, у пушки есть перегрев, но он только на 40-м патроне. На практике вы не будете зажимать такое количество за один раз. По-любому сделаете несколько секундную передышку. Лично меня перегрев ни разу не беспокоил за все время, что я бегаю с ФН-кой. Можно сказать, что его нет, хотя фактически он есть. Далее сам ствол. Из глушителей я рекомендую брать вот этот мини. Или вот этот, если вы хотите бартерный вариант. Но лично я глушителями почти не пользуюсь, так что выбираю вот этот надульник. А для зажиточных есть лантак. Ну и в этом плане по обвесам как бы все. Вот и пришло время сравнить ФН-ку с ее ближайшими конкурентами в виде А545 и QBZ. Начнем, наверное, с А545. Урона у него будет немного больше, да и скорострельность на 50 единиц тоже больше. Но хромает дистанция. Как минимальная, так и максимальная. В этом плане ФН-ка будет лидировать. Также у 545 больший разброс и отдача. И тут опять-таки ФН-ка лидирует, так как комфортность у нее будет получше. Ну и ТТК. Я уже упоминал немного ранее, у ФН хуже показатели вблизи, но лучше на дальней дистанции. Вкупе с предыдущими выводами можно сказать так. А545 больше про ближне-средние дистанции, а ФН-ка про средне-дальний и лучший комфорт. Ну а что же по поводу QBZ? У него заметно больше урона, целых 51 единица. И падение урона начинается на 2 метрах раньше, что совсем незаметная разница. Ну и скорострел у QBZ будет поменьше, на всего-то 50 единиц. Но у него чуть больше отдача и немного меньше комфортность. В целом пушки почти одинаковые. С разницей в том, что QBZ сейчас уже почти не получить, а FN-ку можно сбартерить. По ДПС и ТТК немного выигрывает QBZ в этом случае, но у QBZ меньше комфортность. Если подытожить все, я скажу так, если сравнивать эти три пушки. На дистанции до 20 метров будет доминировать А545. Далее плюс-минус еще 15-20 метров они будут равны. А дальше явный перевес FN и QBZ. В некотором роде QBZ лучше, чем FN. Но тут с какой стороны посмотреть. Если вам нужен больше комфорт, то FN будет смотреться получше. Если вам все равно на комфорт, то тут уже выбор за QBZ. Если она, конечно же, у вас еще есть. А то получить ее сейчас невозможно. Итак, плюсы и минусы FN-ки. Начну с плюсов. Маленькая отдача и разброс. В целом комфортно играть с этой пушкой. Второй плюс. Хорошо себя показывает на средней и дальней дистанции. Немногие скорострелки могут этим похвастаться. Третий. Низкий ТТК на большом расстоянии, в сравнении с конкурентами. Четвертый. 60-патронник. Да, пусть тут есть перегрев на 40-м патроне, но на практике я его ни разу не ощущал. Пятый плюс. Хорошо отыгрывается в опене. Минусы. Тут я даже, если честно, не знаю, что добавить. Явно минусом будет то, что плохо играется на ближней дистанции. Иногда такое ощущение, что немного не хватает урона. Вот бы еще на единичку больше и было бы заебок. А больше минусов я не нашел как бы. Что хотелось бы сказать под конец. Загляните в наш Discord сервер, мы не так давно открылись, тут выходят разные новости, чатик, торговля и тиммейта можно найти. Да, людей на сервере пока не так много, но все в ваших силах, чтобы повысить онлайн. Также у меня есть телеграм-канал, где публикуются различные новости по каналу, по игре или просто так мои мысли по поводу какой-то ситуации. А что же касательно FN-ки, ган хороший, особо больших недостатков у него нет. Играется отлично в опене. Но это, конечно же, далеко не имба, просто отлично сбалансированная пушка.
Стоит ли вообще сейчас бартерить ФН-ку или лучше посмотреть на что-то другое? Тут вопрос неоднозначный. Я скажу так, если любишь постреляться на дистанции с комфортной пушкой и минимальной отдачей и разбросом, то определенно бартери. FN будет одним из лучших вариантов, она универсал. Единственный, как по мне, большой недостаток, это то, что она отыгрывает плохо на ближней дистанции. Если же ты любитель PvP на ближних дистанциях, то тут, конечно, уже лучше выбрать что-то из АМБ, Аши или 545. Лично мне FN понравилась, и я сейчас в основном с ней и бегаю. На этом у меня все. Мне интересно, что вы сами думаете по поводу этой пушки. Будет интересно почитать в комментариях. Еще увидимся. Пока.